Друзья, всем доброе утро. Время 5 утра. Это следующий день. Рассвет практически наступил. Солнце стремительно приближается. Достаточно безоблачная погода. Походу дела, сегодня снова будет очень жарко. Не знаю, что сегодня будет за день. Короче, все как обычно. Само собой произойдет. Всем доброе утро. Желаю приятного просмотра и надеюсь, что в этот день произойдет что-нибудь интересное. А пока можно понаблюдать за этим прекрасным рассветом. Остров впереди. Вот эти даже 3 острова. Называются Чамские острова. Мы, кстати, до сих пор ни разу там и не побывали. Хотя, вот, до них рукой подать. Время 5 утра. Смотрите, какой прекрасный рассвет. Такие атомные краски. Просто глаз не нарадуется. Мне, к сожалению, так не удалось поспать. Я вот только что закончил монтаж прошлого видосика. Думал, что поставлю палатку. По итогу мне ничего из этого даже не пригодилось. Приятное местечко. На самом деле пляж. Всегда вот мечтал пожить на пляже, чтобы вот я вышел и вот увидел вот это. И пока что что-то ни разу у меня такого не было, чтобы я на первой линии прямо жил. Такой, оказывается, кайф. Мне кажется, я бы просыпался рано утром, ходил бы плавать, всякое такое. Надо как-нибудь решить этот вопрос. По идее, ничего сложного. Но как-то пока не довелось. Что, буду потихоньку собираться, выезжать в сторону дома Иисуса. Наверное, все-таки стоит покемарить пару часиков. Сегодня еще какое-то мероприятие намечается. Не знаю, может быть, там тоже что-нибудь поснимаю. Поглядим. Город прям супер активно просыпается. 15 минут назад было еще темно, сейчас уже все, практически день настал. И представляете, буквально час пройдет. Вот с таким безоблачным небом практически будет адская жара. Ура! Я увидел рассвет. Это такое редкое зрелище для меня. Офигеть, я всю жизнь живу по ночам. Иногда мне кажется, что я какой-то смотритель. Пока все спят, я караулю. И такой рассвет наступил. И можно идти спать. Окей. Они справятся. Миссия выполнена. Эпические кадры просто. Вау. Да, у всех такая разная жизнь. Ребята здесь вовсю занимаются рыбалкой, носят каких-то креветок. Вот жена вышла, помогает мужу своему таскать эту рыбу, а он пришел с ночного рейса на своей кокосовой лодке. Кстати, утро самое классное время, когда можно выхватить вот таких ребят, которые идут. И можно купить у них какую-то рыбу или креветки. Время 2 часа дня. Нормально я так поспал. Подъем. Так. Тишина в доме. Арбайтон. Видно, тут у вас все работает. Сейчас он шлифует, что-то пилит. Вот такие чайные доски он делает здесь уже на протяжении тут же должна быть целого года. Такая вот есть техника. Раньше была популярна, назывались стол-река. Ну и вот тоже по такой же тематике. Спил и заполированная эпоксидочка. Так. О! Как летает. С молотка сколько?
3 миллиона. Мне нравится. Здесь цифра 3. 3 миллиона, ребят, всего лишь 3 миллиона. 3 миллиона донгов, это, чтобы на рубли вы понимали, это примерно 9,5, ну 10 тысяч рублей условно. Черканите в комментариях, это как вы считаете вообще, хорошая цена? Мне кажется, вообще. Для такой чайной доски? Если кто-то хочет купить ее, Вита отправит вам ее по почте. О, погода, жарища, одища. Кстати, второй день подряд снимаю. Это радует, я все-таки смог. Я думал, что я проснусь и забью болт, если честно. Ништяк. Надеюсь, меня хватит надолго, и я войду в этот режим очень глубоко и плотно. А вот она кофейня. Сейчас покажу вам обзор на мою любимую кофейню на районе. И там еще будет новый персонаж. Сейчас познакомлю. Такая кофешечка, называется Росгарден. Чао! Мы тут любим с Митяем зависать и попивать кофеек. Митяй, здорово! Привет. Персонаж Митяй, короче, не буду пока ничего рассказывать. В общем, мы тут познакомились здесь, во Вьетнаме, и живем все на одном районе. Ты что, кого-то? Нормально все, вот кофеек только подоспел, сейчас буду на новые места переезжать. Мы, короче, здесь всегда по одному поводу. Латте и холодный чай. Пэшн закатываю, да. Передняя часть кафешки, мы почти что тут не сидим. В основном мы тусуемся вот здесь. И вот это место, это просто волшебство, потому что, друзья, кроме нас, здесь никого нет. Я не знаю, почему так завелось, но вот этот вот сад прекраснейший. Он практически всегда пустует, и мы с Митяем единственные посетители здесь. Попиваем кофеек. Обычно сидим вот здесь, за этим диваном. Смотрите, какой прикольный телевизор. Здесь очень природно. В общем, люди дружелюбные, хозяйки. У них здесь свое производство. Вон там они выращивают розы, целый розовый сад. А здесь у них свое производство. Дофига домашней продукции от каких-то чаечков, сушеных там фиников, имбирь они засахаривают. В общем, всегда вот эти розовые листки тоже они засахаривают, делают с этого всего варенье и успешно достаточно продают. Это странно, но вот так выглядит пример успешного рабочего вьетнамского бизнеса по производству своих собственных продуктов. Казалось бы, здесь должны быть люди и посетители, но кроме хозяев здесь никогда никого нет. Но при этом они постоянно выносят продукцию на доставку. Я вижу этих женщин, которые набивают сумки вот этими вот всякими розовыми вареньями и кому-то их доставляют. Может быть, местные рестораны. Ну, в общем, как вы видите, дела у них здесь идут очень даже прекрасно. Как будто бы готовятся к чему-то. Столов больше стало. В общем, много места, где можно уютно почилить, посидеть за чашечкой кофе. Если кто-то будет в Хайяне, я оставлю на это место точку. Всякие вот такие места скрытые от глаз, потому что, вот сюда просто так не зайдешь, в этот сад, реально. Никаких указателей там много нет, что здесь там что-то интересное. И они сдают квартиры здесь. То есть можно прямо здесь снять квартирку за 5 примерно миллионов. Я сам хотел снять эти номера, но они постоянно заняты, так что за крутыми вариками нужно реально стоять в очереди. Я не знаю, сейчас попью кофеек, и сегодня, по ходу дела, поедем на тусовочку небольшую. Короче говоря, посмотрим, что там будет происходить. Вот у вьетнамцев есть тема такая, они сажают птичек в клетки. Просто ловят рандомную какую-то певчую птичку. Вот это здесь сидит уже, по ходу дела, очень давно. Там у нее уже слой 10-сантиметровый говна. Но они не парятся, по ходу дела. Видите, у них здесь орхидеи растут. Так, что, мы расходимся. Митяй сегодня переезжает снова. Митяй, ты какой раз уже переезжаешь? Я уже не помню, наверное, раз 5-й, по-моему. 5-й раз. Это так, да. Вот так, короче, метает просто из одного места в другое. Вот такая бродяжническая жизнь. Кофеечек здесь стоит 35 донгов, что, кстати, чуть-чуть дороже, чем обычно. Но в целом средняя цена, я бы сказал, потому что в более крутых там местах может стоить чашка кофе 60, а то и 70 донгов. Так что здесь 35
еще хорошая цена. Это, кстати, латте, который из машины, из кофемашины, он всегда дороже стоит. А обычный вьетнамский здесь стоит 15 донгов всего. 15. Все, погнали по своим делам. Может, еще увидимся на тусовке с Митяем, если он подъедет. Thank you, камон, это чувачок, хозяин этого места. Приятная местина, но, откровенно говоря, вот она находится в таком месте. Вот здесь ни хрена нет. Вот этот спальный район, просто дорога вперед, бесконечная. И в ту сторону бесконечно. И ни хрена, ну, особо магазинов крупных нет. Ничего. Ну, так вот мимо можно проехать. Это место никогда вообще не узнаешь, что там внутри такой классный сад. Ну что, кофеечек попил, немножко подсмотрелся. Сейчас двигаюсь в сторону дома. Ребята, вроде сегодня весь дом собирается ехать на вот эту небольшую вечеринку, которую, собственно, свои же ребята и устраивают. Там будут мастера, которые будут готовить еду, продавать свой хендмейд. Что-то типа мини-маркета. Не сильно люблю, на самом деле, такие мероприятия, но посмотрим. Своих как бы поддержать всегда надо. В любом случае, если не ехать на тусовку, то чем еще здесь заниматься, я не знаю. Тусовки не часто у нас происходят, так что упускать такую возможность не стоит. Даже если будет скучно. Что тут сборы идут? Иисус будет разливать чай на тусовке. Здорово, ребята. Меня сегодня позвали на вечеринку. Я вот провода сматываю, поспал сейчас сладенько, вообще офигеть. Беру гитару, беру вот чайное барахло, посмотри, Гринч. Помылся, для друзей, для наших, короче, для тусовки. У нас сегодня тусич пати, как это сказать. Я думаю, что будут все, кто хочет тусоваться. И все свои. Будет бесплатное мероприятие. Вот Вита готовит шарики. Будет там продавать или раздавать, я уж не знаю. Поэтому сейчас задача собрать все и отправиться туда. Всех чаями напоить. И я еще буду мантры петь. Гринч будет сегодня снимать. Наконец-то, а то все видят Гринча только у меня, как мы там с ним на свидание ходим в шортах. Вот эта тема, то, что, значит, сидишь, разливаешь чаек, люди приходят, что-то там это. Но как бы и музыка, и чай, и снимать, это уже совсем. Расслабься, Тёмыч, у тебя есть что помонтировать. Да, у меня помонтировать столько, что я что-то уже даже отпуск отмонтажал. Всего не снимешь. Да, а Гринч вот поснимает, это будет офигенно вообще. Те кофра называется Гиви. Гиви. О, рюкзак полный получается, посмотри вообще. Нормально. Просто вообще. На самом деле, без кофра я вообще не вижу возможности куда-то ехать и что-то с собой брать, потому что на механике никогда нет багажника. В этом плане, конечно, скутеры, ну там хоть что-то внутрь можно положить. Например, вот что у меня лежит в скутере. Это все самые нужные вещи. То есть розовый диван, чтобы можно было на седло его надеть. Так, а это кто? Это Алина приехала. Алина приехала с Визарана, ездила в Лаос на скутере. Ну чё, как? Ваши первые впечатления после поездки? Ты молодец, ты правильно. Ну что, мы выдвигаемся. Я готов. Все заряжены. Чуваки, это мне будет неудобно. Давай я возьму, может, рюкзак у тебя? Выезжаем, сейчас будем ценить, что там за тусовка. Что за тусовщики там такие. О, несемся, какие демоны какие-то, как будто куда-то спешим. Ну, так несетесь. О, пить охота, пить! Байки просят бензак. Подзаправились на полтосик. Почти полный бак. 50 донгов. Нормально, кстати, по цене здесь с бензином все ок. Едем дальше. Ну что, мы почти приехали. О, сколько белого пипла. Я давно не видел столько много белых людей в одном месте. Встречаем гуанских персонажей. Это радует, это радует. Так, это что за персонаж? Это что за персонаж? Где мы будем чай размещать? Привет. Вот идея такая, что чайный угол сделать в этом вот углу. Ага. Вот в этом? Да. Окей, давай будем двигать сейчас. И вот, собственно, и тусовочка. Внизу пространство, чуть-чуть на улице. Музычка. Мы вот в этом углу будем разливать чай. Здесь еще есть второй этаж. Смотрите, здесь прямо кто-то живет. И там какое-то подсобное помещение. Дикая жара, не знаю, как здесь живут люди. Здесь нет электричества, и просто я уже истекаю потом.
Представляете, здесь кто-то спит. Тусовка, тусеечка. Вот смотрите, все стоят, электричества нет, супер жарко. Все вот в таком вот движении находятся. Вот в таком движении туса будет проходить. Будет жарко. Собаку зовут Бро. Бро, нам тут недостаточно жарко, разлей-ка горячего чаечка. Иисус потек. С поэрочка начнем? Начнем с ПР. Разгонимся как следует. Раз уж потеть, так потеть. Домой приедем, еще баньку растопим. Да. Пропустим по стаканчику. У нас здесь потная вечериночка. 33 градуса на улице, электричества нет. У нас тут черныш нормальный, ГБРыч. Горячий. Локальная тусовка. Здесь чайный угол. Там на улице люди уже, которые не вынесли жары, которая вот здесь. То есть эти люди еще не пропотели достаточно. И, собственно, вот так вот все и проходит. Все поделились на кочки, болтают друг с другом, что-то ходят, занимаются своими делами. Вита продает свои хлебобулочные изделия, ну и вообще всякие разные изделия, то, что он наготовил, народ покупает. Значит, пока этот угол потеет, этот молодой человек форцует здесь грибами. Покупаю у него грибы, значит, грибы гребенчатые. Тела ежовика. Купил грибов. Вита, как продажи у тебя? Нормально? Нормально. У нас уже темно на дворе, солнце зашло, еще какие-то даже люди тут остались. Вита что-то продал там своих хлебов. Мы распили здесь много чая. И так-то так и сидим. Кстати, самое главное, что дали электричество, и мы теперь больше не потные, не мокрые. Шишение в улун будешь? Конечно. Давай попьем. Грех отказываться. Всех напоили уже, все от нас ушли уже, потные просто. Я. Но мы не останавливаемся.
Так, ну что, у нас вырубился свет. Всю тусовочка рассасывается. Вечер закончился. Иисус, как тебе, Патюха? Только чаю, мне кажется, что я сейчас какая-то токсикация чайная просто. Я Мне столько кажется, что раз мы выпил. пролили, наверное, за литров 8-10 Да. хз, даже бесконечно И просто. половина, пили чай. наверное, пошла в нас. Потому Да, что мы да, там да. сидели и сами разливали. Да, да. И Так и есть. с одной стороны есть хочу, а с другой стороны у меня даже какое-то пищевое отравление чайное, что ли, интоксикация реально. Сейчас еще влажность пришла, Влажность такая очень прям сильная, да. очень сильная. Реально, мы сидели, просто так потом Да. обливались. Короче, было жестко. Сейчас уже все подустали. Разбредаемся по домам. Все встретились прям гуанцы, которых давно не было, которых давно не видели. Столько людей из Индии выбралось уже, да, вон и Санек приехал, и Паша. Это уже Да. знак того, что как бы реально сейчас комьюнити здесь собирается. Еще годик-другой, и здесь будет вообще кайф. Да, да. Спасибо, что посмотрели этот видос. Давайте, ребята, лайкайте, комменты пишите. Второй день Вьетнама, йоу. влога. Давайте, увидимся.